the time that Roundup Ready technology was released. Где-то в 97-98 году я как раз вот применял технологию No-Till, и это как раз тот период, когда появилась продукция, устойчивая к Roundup. Since Roundup would kill anything we sprayed it on, I didn't really know what weed species we had because I considered that a waste of time since the Roundup would kill what was ever there anyways. Поскольку Roundup был способен убить все, то никто, собственно, не разбирался, какие сорняки растут на поле. А зачем? Потому что мы знали, что Roundup все равно их искоренит. So I just scouted to see what needed sprayed first or worst. Самая вот главная моя задача была выйти в поле, найти самый худший участок или тот участок, который требовал в первую очередь обработки, и вот обрабатывать гербицидом. Стали появляться сорняки, устойчивые к гербицидам. And another bad mindset that having this Roundup technology created was that it got us all to trying or thinking about killing weeds after they were up instead of before they came up. И кроме того, еще один такой отрицательный момент Раундапа, это то, что он приучил нас, что сорняки нужно убивать после того, как они взошли, а не управлять ими еще до всходов. So, from 98 to about 2013, like I said, we used a lot of Roundup. С 98 года где-то по 2013 мы очень много Раундапа использовали. Which led to herbicide resistance in 2014, which forced us to start looking at other methods of weed control. В 2014 году все столкнулись с проблемой устойчивости к глифосату, и именно в этом году, эта ситуация заставила нас задуматься о других способах управления сорняками. So, I'm going to just talk about using no-till without cover crops here in the beginning and how that helps control weeds. Мы будем с вами говорить о самой технологии No-Till и покровных культурах и о том, как они помогают нам управлять сорняками. So as you can see in the picture, to have any hope of controlling weeds in no-till, you've got to have a good residue mulch at the surface to help block out light. Как видно по вот этой фотографии, для того, чтобы хорошо управлять сорняками, No-Till на поверхности почвы должен быть вот такой вот слой, как мульчи. And then through no-till, we leave the seeds, any weed seeds that are out there at the surface to hopefully be taken out by fungus, insects, rodents, etc. И благодаря No-Till семена сорняков остаются на поверхности почвы, и остается надежда, что они будут уничтожены или грибами, или грызунами, или птицы их съедят. The problem with tillage is, as we till the ground, we destroy the surface residue, and then we just reseed the seeds that are already there and expose them to light. Проблема с механической обработкой заключается в том, что она разрушает растительные остатки на поверхности, и мы как бы пересеваем семена сорняков, то есть мы даем им доступ к свету. And the mindset that tillage is somehow better at controlling weeds, you can see by this picture that even with tillage we get escapes, and if tillage was such a good method to control weeds, we should have. With all the tillage we've done, we should have eliminated them by now. И ошибочно считать, что механическая обработка позволяет избавиться от сорняков. Если бы было все так, здесь бы не было сорняков. Несмотря на то, что вы применяете механическую обработку, кому-то все-таки удается выжить. So no-till, just as a tool by itself, leaving residue at the surface, does a decent job of suppressing weeds through the winter. No-Till, как наш инструмент вместе с растительными остатками, позволяет нам достаточно хорошо подавить сорняки вот в течение зимы. Both these pictures are in the same field. This one is just looking further out, that one's close up.
Обе фотографии это одно и то же поле, просто та фотография это чуть дальше, а это приближенный такой вид. The rotation was winter wheat and double crop corn. Севооборот, озимая пшеница и вторая культура кукуруза. There's been no herbicide used on this field, and as you can see, this picture was probably taken in March, April, and you don't see any green, but that's because we have a very thick residue that can actually hide my foot. Здесь не применялся вообще гербицид, и вообще вы видите это где-то март-апрель была сделана фотография, и вы можете оценить, насколько толстый слой растительных остатков, не видно ни земли, ни семян, что вот даже ноги моей не видно. Here's just another example of no-till doing a decent job of controlling weeds through the winter. Еще один пример управления сорняками зимой. This is milo stubble. You can see that the residue wasn't quite as thick because it didn't have winter wheat in the rotation. And you can start to see a few more escapes in March, April. Это стерня сорга. Посмотрите на растительные остатки, тоже вот достаточно плотный такой покров. Тем не менее, некоторые не все сорняки удалось подавить. The problem with no-till by itself as a tool is that it loses its effectiveness in the spring. Вот я столкнулся с такой проблемой, что ноутил с растительными остатками, при этом, если используется, то теряется его эффективность весной. So this picture on the left was winter wheat, double crop soybeans. Это озимая пшеница и вторая культура соя. That went back to soybeans. So it was winter wheat, double crop soybeans. Вторая культура соя и потом еще раз соя. So the fact that we didn't have a rye cover crop here, you can see that we don't get a lot of rainfall in November or over the winter, but because of the spring rains, we got a lot of washing in March. Well, this would have been in April, May. И получается, что в ноябре у нас было мало осадков, всю зиму было мало осадков, практически нет растительных остатков на поверхности, и когда в марте начались дожди, вы видите, что возникло. То есть очень такие вот как смывы, стоки. This is grain sorghum stubble that has been planted to soybeans. Это стерня сорга, в нее была посеяна соя. And you can see where, after we planted it and broke the stubble loose, that we got a big windstorm and we blew all our stubble into a pile at the edge of the field. И вот после того, как мы посеяли, начался очень сильный ветер, и все не, так сказать, зафиксированные остатки сдуло на край поля. Both of these problems could have been eliminated if we would have just planted a rye cover crop in the fall. Этих бы проблем вообще не было, если бы мы осенью посеяли покровную культуру рожь. And no-till with residue in the summer will help for a short period of time, but because we have more heat and more moisture, the weeds come on very quickly. Летом ноутил с остатками помогает только на короткий промежуток времени, а из-за того, что достаточно влаги плюс высокие температуры, сорняки очень быстро вырастали. This was a wheat stubble field that was clean at harvest, but has turned to weeds over the summer. Значит, это было раньше поле пшеницы, после уборки оно было чистым, но потом вырастали сорняки. So no-till, in order to control weeds and make it work, really needs, you have to have competition in order to suppress weeds and control them. То есть, другими словами, просто вот ноутила недостаточно. Это должно быть как система, и должна быть обязательно конкуренция. This is wheat, double crop bean residue, and I'm out here planting rye. Это
Сейчас я вот в кабине идет посев ржи. And so what I'm doing in general is I'm planting rye after corn, grain, sorghum, and soybean harvest to fill that what used to be a winter fallow period. Для меня вот стандартная процедура это посев ржи после уборки кукурузы, сорга и сои, чтобы заполнить вот этот вот пробел на поле. And then I'm coming back in the spring and I'm planting my crops into a green cover. А затем уже весной я захожу в поле и товарную культуру сею уже в зеленую покровную культуру, растущую. And you can hopefully see from these pictures that there isn't any weed pressure. И надеюсь, вы видите по этим фотографиям, что сорняков нет. And the way we're managing this is the sprayer killing the cover crop at the same time we're planting it. Это опрыскиватель, и он работает, получается, одновременно вот с посевом. And then this is just what it looks like a month later after the beans are up. Спустя месяц вот так вот выглядит, когда уже выросла соль. So where we don't get a lot of rainfall, we like having this residue to stop the wind and eliminate evaporation. Поскольку осадков у нас не очень много выпадает, нам нужны растительные остатки для того, чтобы замедлять испарение и снижать скорость ветра. And kind of on a side note, one of the things that's been also picking up in the U.S. is planting beans into the rye and then coming back, not terminating the rye, and then coming back and harvesting the rye, and then also having the bean crop. И сейчас это тоже набирает обороты в Америке, такой подход, когда рожь не убивают, а в нее сеют в нее сеют сою, потом убирают урожай ржи, а получается собрал урожай ржи и будет урожай сои. So as long as the soybean yield isn't hit too much, or isn't reduced too much, the rye really doesn't have to make that much of a yield to make that very profitable. Ну, если урожайность сои сильно не снижается, то по большому счету я не жду высоких урожаев от ржи, но в любом случае любой полученный урожай это сразу идет как прибыль. So in order, for no-till needs competition for long-term successful weed control. Для того, чтобы успешно управлять сорняками в ноутил, мы должны организовать конкуренцию. No-till systems that include fallow are just going to have more issues, not only with weeds, but in general. Системы ноутил с использованием паров, в них вы столкнетесь с большим количеством проблем и не только с сорняками. So for the last 3 years, I have worked with our local university and have done some cover crop trials, cover crop experiments. И я уже последние 3 года очень тесно сотрудничаю с местным университетом. Мы составляем такие вот как таблички покровных культур. So this was the 2016 study. Это исследование 2016 года. The cover crop consisted of oats, barley, triticale. Покровная культура здесь овес, ячмень и тритикаль. It would have been planted in the spring. Мы ее высевали весной. And here's just where we left the check strip. А это просто вот как контрольная полоса. And the rotation before this was soybeans. В севообороте до посева вот этой культуры была соя. So from the picture you can see that we didn't have any weeds here where we left the check strip. That's the weed pressure that we would have had and that we would have had to spend money on herbicide to clean up. И как видите, с этой стороны, где растет покровная культура, сорняков нет. Зато здесь на контрольной полосе выросли сорняки, и на них мы тратили деньги в виде гербицида. And this picture was taken on June 7th. Фотографию мы эту сделали 7 июня. These two pictures were also taken on June 7th. These are just to illustrate you don't see any
weeds. Здесь на этих двух фотографиях тоже вы не увидите сорняков, они тоже были сделаны 7 июня. This picture was taken on June 16th, which was about 10 days later. Через 10 дней, 16 июня, мы вот эти фотографии сделали. That same windstorm that blew all the grain sorghum off the field and into a pile also blew on this field. Тот же ветер, тот же ураган, который поздувал сорго, я вам показывал, он дул и по этому полю. So you can see where we had the cover crop, everything stayed in place. Where we didn't have the cover crop, you can see it blew enough that it started to expose the soybean seed and some of the starter fertilizer that we put down. Там, где была покровная культура, здесь все хорошо, а там, где покровной культуры не было, ветер раскрыл и семечко сои, и даже стартерные удобрения, которые мы вносили. So there's benefits beyond just weed control to using a cover crop. Таким образом, при использовании покровной культуры польза от них заключается не только в том, что она подавляет сорняки. This picture was just taken August 2nd, again to show that there aren't any weeds. There was no residual herbicide used on this field. All it received was one post-herbicide. 2 августа мы сделали эту фотографию, тоже не видно вообще сорняков. На этом поле не использовался гербицид с остаточным действием, и была одна обработка после всходовых гербицидов. So this was the 2017 cover crop study of the next year. В следующем году, в 2017, мы тоже проводили исследования покровных культур. This would have been beans that we planted to a wheat cover crop. Бобы и покровная культура в данном случае была пшеница. This year, I used wheat that year just because it was cheap. We had it in the bin, but I don't like wheat as a cover crop. Я в данном случае использовал пшеницу, потому что она у нас, во-первых, была, ее остатки, во-вторых, она в том году была дешевая, но вообще, в принципе, я пшеницу как покровную культуру не люблю. Wheat doesn't have as good a root system as rye. У пшеницы не такая вот мощная корневая система, как у ржи. And where I have wheat in my rotation already, there's more potential for disease and that harboring other issues. И поскольку все в огороде уже у меня есть пшеница, то использовать ее в качестве покровной культуры, вот меня тревожит, что будут проблемы с заболеванием. Here's just an up-close photo. This was taken down in the canopy of the wheat. This was taken just steps away in the check strip. You can hopefully see all the little palmer amaranth coming up. И фотографии буквально несколько шагов между этими участками. Здесь пшеница, а здесь вот вы можете увидеть, повылазили сорняки. Then this is September 30th at harvest. Уборка 30 сентября. This field did receive a residual herbicide when we burnt down the field at planting and then received one post. Значит, здесь, на этом поле применялся гербицид с остаточным действием и одна послевсходовая обработка. I guess I should also explain that the standard practice, if a person wasn't planting the cover crop, would have probably had at least 4 more sprays. Стандартная практика, если фермер не выращивает покровную культуру, то пришлось бы применять еще как минимум 4 обработки гербицидов. So in 2018, we switched up what we were looking at. We wanted to look at termination date of the rye. В 2018 году мы стали изучать, вот когда нужно, вот в какой день нужно останавливать рост ржи. We terminated the rye 1 week ahead of planting, at planting, and 1 week after. И 3 варианта у нас было: за неделю до посева, в день посева и через неделю после посева.
So K-State or the university measured the growth stage. This rye was 25 centimeters. Из университета ученые замеряли культуру в разных стадиях. Значит, вот эта рожь была 25 сантиметров. And that was 1 week prior to planting. И здесь, на этом участке, вариант эксперимента это за неделю до посева. This wheat that was this rye that was terminated at planting was in the boot stage. Вот эту рожь, ее рост останавливали в дату посева, и она уже была в стадии выхода в труд. And this rye that was terminated 1 week after planting obviously headed out. А вот эту рожь, как видите, уже, как бы вы понимаете, что ее останавливали после посева через неделю, и она уже дала конус. So again, just to be clear, the rye was planted all at the same time. There were different trials within this area. This is just showing the difference between what 3 weeks difference can make in termination date. Еще раз, чтобы вы не запутались, рожь полностью была посеяна в один день, просто мы изучали разные даты остановки ее роста. И здесь вот четко видно, что дают вот эти 3 недели. So this residue, because of the carbon nitrogen ratios that were talked about earlier today, this environment is going to behave a lot different where it's headed out, it's got mature compared to where it was still in the vegetative state. Вы слышали несколько раз о соотношении углерода с азотом, и, конечно же, вот эта ситуация, в ней поведение будет совершенно другое, не такое, как здесь, когда рожь еще растет. So the soybean stage was at V3. So they came, let me back up. So they came and observed the field on June 7th. Еще раз вернемся к этой табличке. Значит, ученые приехали 7 июня. And in the one where we sprayed it out 1 week ahead of time, and where we sprayed it at planting, the soybean was in the V3 stage. И вот там, где за 1 неделю до посева и в дату посева, соя находилась в стадии V3. And where the rye was sprayed out at heading, the soybean was only in the V1 stage. А когда вот опрыскивание проводилось через неделю после, то стадия была V1. Same planting dates. Дата посева была одна и та же. Then the wheat counts in the rye that was sprayed 1 week ahead of planting, there were 16 weeds per square meter, or per 0.25 meter squared. Is it an acre? It's 0.25 meter. They measured it in meters. Значит, и последний столбик показывает количество сорняков на 0,25 квадратных метров. И вот там, где за неделю до посева их было 16. And then at planting there were 6 weeds per quarter meter. В дату посева их было 6. And where we sprayed and terminated the rye 1 week after, and the rye had headed out, they observed 0 weeds. Там была колос, то есть через неделю после посева, там было 0 сорняков. And just for clarification, is what the entire field was planted the same day, May 15th. Еще раз я повторяю, все поле было засеяно в один и тот же день, 15 мая. So we're going to look at these two. Сейчас мы будем рассматривать вот эти вот 2 участка. So where we sprayed and killed the rye 1 week prior to planting, look at all the palmer amaranth that came up in the field. Значит, когда мы остановили рост ржи за неделю до посева, обратите внимание, вот повылазили сорняки. Where we terminated at planting, there was much less, but there were still a few weeds. В
дату посева. Сорняков здесь уже меньше, но тем не менее они есть. And then, of course, there were no weeds in the other one. На третьем, конечно же, как я сказал, их не было. This is just the yield that came from the plots. Это урожайность, которую мы получили с этих участков. There were three treatments replicated 4 times. Получается, у нас было фактически 3 варианта экспериментов и 4 повтора каждого варианта. This column is rye biomass in grams per meter squared. В средний столбец это биомасса ржи в граммах на квадратный метр. So you can see how much more biomass there was where we sprayed and terminated the rye a week after planting. Обратите внимание, насколько больше было биомассы, когда мы останавливали рост ржи через неделю после посева. So even though the soybeans were set back here, they were at V1 instead of V3 because I think part of that was because it was a dry year. There was no statistical difference in yield. И несмотря на то, что на третьем участке соя немножко задержалась в росте, она была в стадии V1 всего лишь, я думаю, это частично было связано с очень высокой температурой. Тем не менее, статистической разницы в урожайности не видно. So in all 3 of the studies, the university saw a reduction in individual weed plants, and where they observed weed plants, there was a reduction in the weed biomass. И вот в общем ученые обнаружили, что во всех 3 экспериментальных планах было, во-первых, снижение количества сорняков, а во-вторых, уменьшалась их биомасса. So I'm just going to go through some examples of different parts of my rotation where I've seen competition suppress weeds. И далее мы с вами рассмотрим различные участки моего севооборота, различные его части, и будем говорить о конкуренции. This is a wheat field that we double cropped to soybeans. Это пшеница, поле пшеницы, в него посеяли вторую культуру сою. This green strip is where I made a mistake with the seeder and we didn't get a very good stand. Вот эта зеленая полоса, это была ошибка в настройках сеялки, и все, естественно, было потом заполнено самим. But everything about this field, from where I made the mistake to where I didn't make this mistake, was treated exactly the same. Тем не менее, вот с точки зрения управления, и там, где я сделал ошибку, и там, где не делал ошибку, управления, подход был один и тот же. So what we can see is where I had double crop soybeans as competition, it suppressed the volunteer weeds and other weeds. И там, где была соя, там была конкуренция, и она подавила сорняки. Здесь же взошла падалица пшеницы. So here's where I went wheat, cover crop, wheat. В данном случае пшеница, покровная культура пшеница. This is just a picture of what the cover crop looked like when we were terminating it. Так выглядела наша покровная культура на момент остановки ее роста. It had gotten tall enough that we almost couldn't get the back boom high enough. И она была настолько высокая, что сложно было даже вот штангу поднять достаточно высоко. So this is just to kind of give you an idea of what the wheat looked like from far out, and this is what it looked like closer up. На той фотографии вы видите, как выглядит пшеница, это как вот издалека снимок, а здесь приближенный снимок. So this field would have received no herbicide other than to burn the cover crop down. Здесь, на этом поле, не применялись никакие гербициды, кроме как вот для сжигания покровной культуры. This field was wheat, where we injected manure and
went back to a wheat cover crop and then planted corn. Здесь мы рассматриваем с вами вариант пшеница, затем в пшеницу впрыснули навоз, затем покровная культура пшеница, а затем кукуруза. Again, no herbicide. Никаких гербицидов. You can see there aren't any weeds. Сорняков не видно. And then you can see what it looks like planting into that. И вот вы видите на приближенном, как все выглядит. Here's another example. This cover crop was actually planted in the spring. It was a mixture of oats, triticale, barley, I think some radish. В данном случае покровная культура высевалась весной. Это была смесь овес, ячмень, тритикали и вот немного редисов тут видно. And I can talk about it when we have questions at the end, but I actually have been experimenting with using my air seeder to plant corn. И об этом, если кому-то будет интересно, мы можем поговорить во время вопросов и ответов. В данном случае я просто экспериментировал, пробовал сеять кукурузу своей обычной пневматической сети. So again, there was no herbicide. You can see as we rolled this down with the drill, what a thick mat it created. I think we did spray this field post, but it didn't have a lot of weed pressure. Здесь никаких гербицидов не использовалось. По-моему, если я не ошибаюсь, мы потом после всходовым один раз обработали, но особых сорняков там я не помню. So then not only do we use no-till with residue and competition, but then we use our rotation to try to control weeds. Таким образом, для управления сорняками мы вот пришли к следующему. Нам нужен не только севооборот. When we didn't have a good rotation, we had to spray or had issues with grass in our wheat. We just rarely spray our weeds anymore. И когда вот мы настроили наш севооборот, улучшили его, то теперь мы редко проводим вот контроль сорняков пшеницы. This is a picture of grain sorghum harvest. One of the things that rotation did for us by adding corn and then rotating it out of milo so that we don't have issues with shatter cane anymore. Это уборка сорга. Мы включили в севооборот кукурузу и сорга, и вот чередуем их. Но мы заметили, что несмотря на это, у нас нет больше проблем с сорго-двуцветом. So to give you kind of an idea of the way it's typically done versus the successes we're having is all three of these pictures are taken in the same area. Все три фотографии были сделаны вот в одном регионе, и я хочу поговорить с вами о том, что вот мы делаем успешно и как это обычно делается в нашем регионе. Both of these fields were wheat and harvested at the same time. На обоих полях была пшеница, и убраны они были одновременно. This is me in the air seeder taking a picture of my field and the neighbor's field. Это я сейчас, получается, в тракторе и фотографирую свое поле и поле соседа. I'm double cropping soybeans in this field, and so as I'm driving around the outside planting, this picture was taken out the right side onto my field. This picture was taken out the left side onto his field. И я сею, получается, сою, как вторую культуру, и вот во время разворота справа это от меня, это мое поле, а слева от меня это поле соседа. So what I'm trying to show with these pictures is this is what no-till, where you're not tilling it, you're not reseeding your weed seeds, along with residue, competition, and rotation. И здесь я что хочу показать? Это то, вот, чего можно добиться, используя no-till и
конкуренцию, и севооборот, и покровную культуру. can do compared to someone who does tillage, doesn't plant covers, and doesn't rotate. По сравнению с ситуацией, когда человек еще обрабатывает почву, не использует покровные культуры и не очень хороший севооборот. By creating a systems approach, we just do not have the weed pressure that most people do. We don't spend as much money on herbicides. Благодаря вот той системе, которая у нас работает, мы теперь меньше тратим деньги на гербициды по сравнению с нашими соседями. And where we're in here planting a double crop soybean, you saw one of the earlier pictures where it was wheat stubble and full of palmer. By planting the double crop soybean, we're outcompeting the weeds, and any herbicide, if we have to go in and spray this field post, we would have had to probably spray it at least once, if not twice, if we hadn't planted the double crop soybean. И посеяв вторую культуру, вот сою, она позволяла нам бороться с сорняками, она их подавляла. Я думаю, что если бы мы не посеяли эту сою, то нам бы пришлось это поле обрабатывать один раз, а может быть даже два. Okay, and I'll say I do still use herbicides, even though I'm trying to move away from them. Несмотря на то, что я стараюсь использовать меньше гербицидов, я все равно их еще использую. So we've talked about no-till intensity and diversity the other day. We're kind of talking about it again today as no-till competition and rotation. Мы говорили с вами и об отсутствии механической обработки уже за эти дни конференции, и о разнообразии, и об интенсивности, и о конкуренции. Those same principles apply when we go to use herbicide. We don't want any disturbance, so we want to create an environment where our residual herbicide that we're laying down on the field isn't moving in or off the field. И, в принципе, те же принципы, их можно использовать и к гербицидам. Вот, например, при использовании гербицидов тоже не должно быть никакого нарушения почвенного слоя, чтобы эти гербициды не стекали с наших полей. We're using diversity, which is just different modes of action. Нужно использовать разнообразные гербициды, то есть с разным принципом действия. And we're using intensity. We're using full rates. We're not trying to cut corners by using half rates. И интенсивность. В данном случае я имею в виду полную дозу, то есть мы не играемся с половинными дозами и так далее. So you saw this picture earlier. When we burnt this field down, we applied our residual herbicide. What do you think happened to my residual herbicide with all this movement in the field? И вы уже видели эту фотографию. Получается, после уборки мы обработали поле гербицидом, но вот что вы думаете, что произошло с этим гербицидом впоследствии? Residual herbicides are expensive, and with all this movement, that we had more weed escapes, which meant we're going to have to go post this maybe an extra time to control weeds because we didn't have a cover crop. И в данном случае из-за всех вот этих стоков, а гербициды с остаточным действием, они дорогие, они были смыты, сорняки выросли, то есть кроме того, что я потратил деньги на тот гербицид, мне еще придется после всходов ему обрабатывать. Yeah, because if you think about all the cover crop pictures I've been showing you, you didn't see movement like this. Обратите внимание, что на фотографиях, где я показывал свои покровные культуры, вот таких вот смещений не было. I mean, planting into a cover crop like this, and this would have had a residual herbicide also. You can tell there was no movement here. My residual was going to stay in place and be more effective so that maybe with the cover crop and the residual herbicide, I don't even have to spray post. И в данном случае, благодаря покровной культуре, никакого смещения, никакого движения не было. Весь гербицид остался как бы
на своем месте, и мне даже не пришлось обрабатывать после всходов гербицидом. So now I'm going to talk a little bit about timing, some timing management, timing of weed size. Поговорим с вами теперь о времени обработки, и в данном случае мы будем говорить о времени в зависимости от размера сорняка. So as I mentioned earlier, Roundup Ready technology got the American farmer, including myself, thinking about spraying everything post instead of pre. И вот эта технология выращивания культур, устойчивых к гербицидам, приучила американских фермеров, и меня в том числе, что не нужно беспокоиться, потом после всходов ты все обработаешь, и все будет хорошо. Вместо того, чтобы думать, как задержать рост еще до появления этих всходов. So what I want to do is I want to kill these weeds before they ever get a chance to get up. So I want to rely on a good residual along with my cover crop to control weeds. Я вот предпочитаю использовать гербицид с остаточным действием, потому что хочу, чтобы сорняк погибал еще до того, даже как он появится на поверхности земли. Because once they're up, they're going to be harder to kill. You're going to have to put more chemical into your mix to kill them. So I want to get them while they're small. И потому что если они уже взойдут, то придется делать после всходовую обработку, потребуется в баковой смеси больше химикатов, и будет просто сложнее. These are two pictures of some neighbors that their mentality is they want to let all the weeds come up, thinking that they're going to save money, but they actually spend way more money because of all the high rates that they have to use to kill these weeds, and a lot of times they don't kill them the first time, they have to come back and spray them a second time. Эта фотография была сделана вот у одного фермера в нашем округе. Этот человек считает, что для того, чтобы сэкономить деньги, нужно дождаться, пока все сорняки вылезут, и потом уже идти и обрабатывать. Естественно, они все вылазят, он их обрабатывает один раз, они не погибают, и ему приходится заезжать в поле и обрабатывать еще раз. Then there are also some benefits to planting. Также теперь поговорим о времени с точки зрения посева. I guess as it relates to timing. So one of the timing benefit, or one of the management pieces as it relates to timing is you want to get the field planted as soon as you get the field harvested. Самое важное с этой точки зрения – это посев нужно производить буквально сразу же после уборки. So this was wheat that I planted to corn with a cover crop interseeded in between it. Это было поле пшеницы, я в него посеял кукурузу, а в междурядье посеял покровную культуру. And it doesn't matter what the crop is. What we're trying to do here is get in here and create competition and hit moisture to get the crop up before we receive a rain that flushes the weeds. И тут даже не важно, какую покровную культуру или какую смесь вы будете использовать. Основная идея заключается в том, чтобы уже была и сформирована культура, и покровная культура, чтобы они использовали влагу до того, как пойдет дождь, после которого начнется активный рост сорняков. So the longer you wait to plant, the more opportunity you give the weeds to come up. Чем дольше вы ждете с посевом, тем больше шансов вы даете сорнякам. Then another timing management piece of planting a cover crop is the cover crop will plant quicker because it's using moisture and because you have that root in the soil than a fallow field will. И покровная культура, она быстрее взойдет, она воспользуется влагой, следовательно, будет лучше подавлять сорняки, чем на парах.
So to illustrate that, this is a wheat field that had been double cropped beans and is going to go to, let's say, corn. Это поле пшеницы, на котором росла вторая культура соя, и потом будет расти кукуруза. Here we have good residue cover. Тут хороший покров остатками. Here we have sun exposed, or soil exposed to the sun. На той фотографии голая почва, открытая солнцу. I took this soil sample where we didn't have the residue, and this soil sample was taken underneath the residue. Этот ком мы сфотографировали там, где не было остатков, а этот ком мы взяли и сфотографировали из-под остатков. So where you don't have the residue, it starts to dry out. Where you do have the residue, it's still muddy and wet. So when you go in there with your seeder, you run the risk of getting sidewall compaction. You can see where I put the screwdriver in the ground and got smear in the clay soil. Вот в глинистой почве, там, где не было остатков, там она быстро стала высыхать. А здесь почва еще оставалась влажная, но может возникать другая проблема. Вот я взял отвертку и вот так вот провел, как бы имитируя действие сеялки. И заметил, что может быть такая проблема, как уплотнение боковой стенки или размазывание. So this is an issue you run into if you don't have a cover crop. So what we're wanting to do with the cover crop is to even out our planting conditions, use moisture so that it plants better, like this one here would, instead of having the sidewall compaction. То есть без покровной культуры плохо, потому что почва высыхает быстрее, но покровную культуру мы используем для того, чтобы выровнять условия посева, потому что они возьмут на себя часть влаги, и будет удобно сеять, не будет уплотнения боковых стен. Plus you have the roots that help with that. С этим также помогают и корни. This is just to illustrate. These are the same sample, just to show you the clay and how our soils react. You can see how that balls up, and so how poor that would plant in a wet situation. Это один и тот же, так сказать, образец. Я просто показываю, как ведет себя глина, вот как она будет себя вести во время посева, когда почва еще влажная. And this is just to illustrate how nicely it plants and what we're trying to accomplish as it relates to planting conditions by using a cover crop to suppress weeds. Но при использовании покровной культуры для подавления сорняков я показываю вам, какие благоприятные условия мы создали на время посева. I don't know if these economics are going to relate well to what you guys do, but I was going to take you through my thought process on why I believe, besides all the other benefits, cover crop as a herbicide makes sense. Я не знаю, насколько вообще эта экономика может быть применима к вам. Я просто показал свою экономику, чтобы показать, насколько покровная культура для меня важнее, чем гербицид. Сравнение покровной культуры и гербицида. So if I plant a rye cover crop in the fall after harvest, I spend $12 on the rye. I charge myself $20 for the cedar. It costs me $32 an acre. Получается, что если осенью сеять рожь, то $12 я поставил стоимость торжи и $20 стоимость сеянки. Таким образом получилось $32 per acre на акр. If I don't plant the cover crop in order to control weeds like mare's tail, I have to spray a herbicide, so it costs me at least $8.50 for the chemical. I charge myself $6.50 for the sprayer. It's going to cost me $15 an acre. Если бы я не посеял покровную культуру, то $8.50 на акр мне бы обошлась бы химия. $6.50 я как бы сам с себя взял, это как работа по опрыскиванию,
итого получается $15 на акр. And then because I don't have the cover crop, like I showed in the pictures, you're going to have to come back in the spring because you don't have the residue, you don't have a plant competing for sunlight, moisture, nutrients, so we're going to have to spray it again. This time it's going to cost $13 an acre. И поскольку это было осенью, а поскольку мы с вами сейчас рассматриваем случай, когда покровной культуры нет, то весной при отсутствии покровной культуры нужно еще раз заплатить 6,50 за химикаты. В этот раз я ставлю 6,50 за работу опрыскивателя, и итого получается $13. So in the end, both systems cost basically the same amount of money. В конце концов, вы видели, суммы получаются практически одинаковые. The difference is if you're using herbicide and not planting a cover crop, fallow is the number 2 destroyer of soil, and fallow wrecks all your carbon cycle, your water cycle, your nutrient cycle. А с другой стороны, если посмотреть, то, как мы вчера говорили, что пар по страшности это номер 2 по разрушению почвы, и пар также разрушает все циклы, то есть круговорот, цикл питательных веществ, цикл роста. Because you're not using a cover crop, you're using herbicide, you're leaving the soil susceptible to temperature, wind erosion, water erosion. Поскольку не используется покровная культура, то почвы подвержены и высоким температурам, и ветровой эрозии, и водной эрозии. Because you don't have a cover crop, you're leaving your residual herbicide susceptible to movement in or off the field. Поскольку не используется покровная культура, гербицид с остаточным действием может стекать с поля. You can't plant as early because you don't have a cover crop. Поскольку нет покровной культуры, вы не можете раньше выйти в поле для посева. Because typical practice in America, at least, is when we put that residual out, it's usually specific to a certain crop, so your cropping options will be limited. И у нас в Америке, если используется гербицид с остаточным действием, то он конкретный под определенную культуру. Соответственно, если вы используете эти гербициды, то вариантов, какие культуры выращивать, у вас уже становится меньше. And then if you have livestock, you have grazing of residues only. И если вы выпасаете скот, то животные могут есть только растительные остатки. Whereas for the same exact money, you could plant a cover crop which is going to build your soil and improve your carbon, nutrient, and water cycles. В то же самое время, за те же деньги вы можете использовать покровную культуру, которая создает почву, улучшает циклы углерода, питательных веществ и воды. You're leaving armor on the soil to protect it from temperature, wind erosion, and water erosion. Покровная культура в данном случае выступает для вас как оружие, защищает от температур, от ветровой эрозии, от водной эрозии. If you're using a residual herbicide, it's going to be more effective because it's going to stay in place. Если вы все еще используете гербицид с остаточным действием, то он будет работать эффективнее, поскольку он никуда не денется, останется на месте. You can plant earlier and you don't have to worry about sidewall compaction. Можно раньше сеять и не нужно беспокоиться о уплотнении бортовых стенок. It keeps your cropping options open. You can plant whatever you want. И кроме того, вы можете сеять все, что хотите. And if you have livestock, you can graze the rye or cover crop. И если у вас есть животные, то выпасать их можно и на покровной культуре. Thank you. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за такую, мне кажется, очень полезную информацию, которую наш американский коллега нам рассказал. Действительно, это
новое, и действительно хочется уже попробовать заниматься. И я думаю, что этим самым мы действительно можем управлять сорняками и держать их в узде. Большое спасибо. Значит, вопрос у меня. Вот если таким образом, значит, систему, у вас это в стадии экспериментов тоже, или уже у вас отработанная четкая система в севообороте с покровными культурами, с рожью и входом в яровой сев именно таким образом? Или это еще не система? То есть сколько лет вы применяете такую систему? Это первый вопрос. Это рабочая система. Значит, теперь смотрите, вот, у вас в опыте эксперимент был, значит, где 3 обработки было, значит, до, потом во время сева и после сева. И урожайность не снижалась. И хотя должен быть аллелопатический эффект, тем более рожь это серьезный аллелопат. И вот, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, сейчас в США очень распространенная технология, когда сою сеют вместе с рожью. И мне кажется, что здесь больше речь идет не об аллелопатии, тут скорее проблема в питательных веществах. Ну, он повышенные питательные вещества тогда должен давать, да? Как бы соли. Не под соль. Не под соль, да? Тогда подросший. Сейчас. Вот если вот под кукурузу, то вливаем вот этими вот струи через стримбары, вливаем касс, чтобы компенсировать вот этот рост. В чистом виде или разбавленный с водой? 28%. В чистом виде. Получается, это 30 фунтов дополнительного азота. Все понятно. Значит, за счет азота компенсация идет именно это. Или эта система без азота, будет ли она работать, если, ну, допустим, нет приспособлений, чтобы вливать газ именно в эту? Все, наверное, зависит от ситуации, но мне кажется, что я вот пришел к этому выводу, к такой системе, за счет вот своей работы. То есть, вот работал и увидел, что
Если вот нужно, чтобы хорошо росла кукуруза, то мне нужно вносить эти 30 фунтов азота. Уважаемый гость, у нас небольшие изменения в расписании, то есть буквально мы сможем сейчас